Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Я понимаю, что я немного припозднилась с сегодняшним мастер-классом, но я все равно решила выпустить его сегодня, а не в следующем году, потому что, во-первых, хочу вас немного развлечь новым контентом, а во-вторых, чтобы вы во всеоружии встретили следующий Хэллоуин. На моем канале уже есть подборка идей к этому празднику, но сегодня я решила добавить еще парочку и очень надеюсь, что они вам понравятся. Но прежде чем мы приступим к работе, я хочу напомнить вам, что на моем канале проходит розыгрыш набора акриловых красок из 36 цветов от фирмы Малевич. Что нужно сделать, чтобы его получить, смотрите в моем предыдущем мастер-классе, где я показала вам, как слепить очаровательных дракончиков. Ну а теперь не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. Итак, для работы нам понадобятся пластиковые шарики от сухого бассейна. Их можно заменить пенопластовыми шарами, но это выйдет дороже. Также нам понадобятся пластиковые плафоны от энергосберегающих лампочек или какие-то другие емкости похожей формы. Можно, например, использовать капсулу от игрушек из автомата или крышки от различной бытовой химии. Помимо этого, нам пригодятся яичные лотки, точнее вырезанные из них вот такие вот детали. Вытянутые конусы вырезаны из обычных лотков, а округлые из лотков для перепелиных яиц. Еще нам понадобятся колготки. Цвет не важен, мы все равно их потом будем красить. Берем шарик и заворачиваем его в колготки. Как следует натягиваем ткань, чтобы максимально разгладить складочки. Хвостик закручиваем и заматываем ниткой. Нитку завязываем на узел. Все лишнее отрезаем ножницами. Это туловище будущей летучей мыши. То же самое делаем и с плафонами от энергосберегающих лампочек. И обратите внимание, что хвостик в данном случае должен быть со стороны углубления, а не с округлой стороны плафона. Это голова будущей летучей мышки. Теперь соединяем шарик с плафоном с помощью термопистолета, то есть приклеиваем голову к туловищу. Из округлой детали, вырезанной из яичного лотка, делаем носик, то есть приклеиваем эту детальку на голову летучей мыши. А из конуса делаем мышки уши. Конус разрезаем пополам вдоль, подравниваем деталь по краю и склеиваем каждую половинку термопистолетом. Приклеиваем уши на голову летучей мыши. Дальше нам понадобится проволока. Из нее нужно сформировать лапки для нашей мышки. Я буду делать лапы всего только с 3 пальчиками, потому что с 5 лапки мне показались чересчур массивными. И лапки мы будем обматывать пряжей или веревкой. Веревку можно сразу взять черного или темно-коричневого цвета, но у меня такой не было, поэтому я использую светлую, а потом просто ее покрашу в нужный цвет. Веревку я наматываю в 2 слоя и фиксирую ее термоклеем.
Аккуратно загибаем пальчики на лапках, чтобы мышку можно было потом подвесить вниз головой, и приклеиваем лапки к туловищу. Дальше нам понадобится клей ПВА. Наливаем небольшое количество в стаканчик. Немного разводим водой. Как следует размешиваем. И покрываем этой смесью заготовку мыши. Это мы делаем для того, чтобы, во-первых, приклеить колготки к основе, а во-вторых, сделать основу прочнее. Даем клею высохнуть и переходим к грунтовке. Для этого этапа нам понадобится акриловый грунт. Можно взять черный, но у меня был только белый, поэтому я буду использовать его. Наносим грунт в 1 или 2 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Если у вас нет грунта, то можно обойтись и без него, но расход акриловой краски в таком случае будет выше. После того, как грунт высохнет, можно переходить к росписи. Я, как и всегда, буду использовать акриловые краски. Берем черный цвет и наносим его на мышку в 1 или 2 слоя, особое внимание уделяя всем ямочкам и углублениям. Оставляем мышку на просушку. Дальше будем работать плоской сухой кистью. Берем темно-коричневую краску, набираем ее на сухую кисть, кисть немного вытираем о палитру и проходимся по всей поверхности мышки, так, чтобы выделить самые выпуклые и выступающие места. Точно так же сухой кистью наносим на мышку краску цвета охра. Только сильно не переусердствуйте. Мышки должны остаться темно-коричневыми, а не песочного цвета. Поэтому, если где-то цвет вам покажется чересчур светлым, лучше немного затемните его коричневой или черной краской. Белой краской рисуем глаза. Дальше раскрашиваем их в желтый цвет. Зеленой или салатовой краской делаем контур и создаем плавный переход от зеленого цвета к желтому, от края к центру. Черной краской рисуем зрачки и по желанию делаем глазам контур. Белой краской рисуем блики. Из черных полубусин я сделала мышкам носики, приклеив их термопистолетом. Но носики можно и просто нарисовать. Мышки готовы, и им осталось сделать крылья. Их я буду делать из фоамирана, но можно использовать и плотную ткань, которая не осыпается по краю. Рисуем или распечатываем мой шаблон крыльев, переносим его на ткань или фоамиран. Вырезаем по 2 детали для мышки и из проволоки делаем крыльям скелет. Благодаря проволочному каркасу крыльям можно будет придать нужную форму. Проволоку приклеиваем на одну деталь крыльев, а сверху приклеиваем вторую деталь. Подрезаем все лишнее и приклеиваем крылья на место. Придаем им нужную форму, и наши очаровательные летучие мыши готовы. Их осталось подвесить куда-то повыше, и можно любоваться результатом.
Ну а сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать какой-нибудь комментарий и подписаться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик, так вы точно не пропустите мои новые мастер-классы, а мне будет очень приятно. А теперь переходим ко второй части мастер-класса. Для следующей поделки нам понадобятся любые небольшие шарики. Я буду использовать емкости от мелких игрушек, но можно взять шарики из дезодорантов или другие шарики подходящего размера. Так же, как и в случае с летучими мышами, обтягиваем шарики колготками и фиксируем хвостик ниткой. Нитку завязываем на узел и обрезаем все лишнее. Разводим клей ПВА водой и наносим эту смесь на шарики, хорошо пропитывая ткань. Даем шарикам высохнуть и переходим к грунтовке. Если в прошлый раз лучше было использовать черный грунт, то сейчас нужен именно белый. Грунт наносим в 1 или 2 слоя и оставляем шарики на просушку. Переходим к росписи. Берем готовый цвет слоновой кости или смешиваем белую краску с капелькой бежевой и как следует перемешиваем. Раскрашиваем получившимся цветом наши будущие глаза. Теперь выбираем цвета для радужки. Можно использовать те, которые встречаются в реальности – голубой, зеленый, серый или коричневый, а можно добавить и что-то необычное – фиолетовый, розовый или тот, который вам больше нравится. И рисуем радужку в виде ровного круга. Разбавляем выбранный цвет белой краской и высветляем середину радужки. Край оставляем ярким, чтобы получилось что-то похожее на контур. Теперь еще светлее разбавляем базовый цвет белой краской и делаем блик на радужке в виде полумесяца или запятой. Черной краской рисуем зрачок. Это черный круг ровно в центре радужки. А белой краской рисуем блики. Глаза готовы, их уже можно использовать для декора. Например, собрать их в связку или наполнить ими стеклянную вазу. Но я решила сделать им крылья, как у летучих мышей. Опять беру фоамиран и переношу на него шаблоны будущих крыльев. Ссылку на шаблоны я закрепила в описании под этим видео. Крылья я делаю точно так же, как и в первой части этого мастер-класса. Вырезаю 2 детали, формирую проволочный каркас и склеиваю все воедино.
С помощью термопистолета приклеиваю с задней стороны глаз петельку для подвеса. Сверху приклеиваю крылья, придаю им нужную форму, и наш ужасный декор к Хэллоуину готов. На самом деле я не люблю действительно страшные, пугающие или неприятные поделки. Поэтому даже на такой демонический праздник мне хочется сделать что-то ужасно милое, ну или хотя бы симпатичное. И на мой взгляд, у меня это получилось. Надеюсь, мой сегодняшний мастер-класс вам понравился, и вы нашли для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.